Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вас научу спидранить такую замечательную игру, как Крайофир. Прежде всего рассмотрим бинды, которые я использую, и настройки, которые помогут нам проходить данную игру без вылетов и каких-либо проблем. Начнем с привязки клавиш. Значит, самая распространенная привязка – это использование предмета из инвентаря без открытия самого инвентаря, то есть быстрое использование. Значит, пишется оно так. Bind кнопка, которую вы хотите забиндить, inventory use, и слот, который вы хотите использовать. Я начинаю со второго слота, так как первый слот всегда занят телефоном, соответственно, и смысла его биндить нету. Поэтому мы биндим на Z Inventory Use 2, на X мы биндим третий. Но это, опять же, моя привязка, но, тем не менее, я советую, так как это более-менее удобно. Далее bind Inventory Drop для того, чтобы выкидывать оружие из первой ячейки. Оно нам понадобится единственный раз в третьей части данного гайда. И поговорим об этом чуть позже. Inventory Drop и единичка. Делается это таким образом. Значит, дальше нужно также забиндить перемотку для того, чтобы практиковаться в спидране. Перемотка используется для пропуска катсцен, которые не пропускаются клавишей Enter. Значит, пишется оно так. Фреймрейт 0 – это стандартное значение, при котором у вас будет обычная скорость игры, и фреймрейт 1 или 1.1 – это ускоренное значение, на котором вы будете перематывать катсцены. Использовать это можно только в некоторых местах, и все эти места будут вам показаны в данном гайде. Также поговорим о контроле количества кадров. Оно нам пригодится, опять же, всего лишь один раз за игру при битве с первым боссом, но, тем не менее, про это не стоит забывать. Прежде всего, пишем команду developer1 и включаем мод разработчика. Он нам разблокирует FPS выше 100, но, тем не менее, сами мы должны играть на FPS 99. То есть мы привязываем к любой клавише FPS Max 99. Это ваше значение, на котором вы будете играть постоянно. И чтобы разблокировать FPS уже выше 99, будет команда FPS Max и максимальное значение, на которое способен ваш компьютер. Напоминаю, что без Developer One это не пройдет, то есть FPS Max с максимальным значением работать не будет. Наверное, с привязками клавиш я закончил, так как больше я ничего не использую. Перейдем к самой настройке игры. Значит, я советую перебить клавишу Dodge, так как по мне, Alt немного неправильная клавиша в данном контексте. Так как мы будем баннихопить, об этом опять же позже, нам будет не очень удобно использовать Alt и пробел для того, чтобы сделать длинный прыжок. Поэтому я использую дополнительную кнопку мыши. Если у вас таковые имеются, то здорово. Если нет, то есть куча других клавиш на клавиатуре, которые будут более удобные для таких действий. Значит, Dodge. Jump у нас остается на клавишу Space, если вы будете использовать скрипт, который я приложу в комментарии или же в описании, либо колесико мыши вверх-вниз, без разницы. Что еще? Инвентарь на Tab стоит, как обычно. Единственное, что еще функция оружия можно тоже на дополнительную клавишу мыши, если у вас есть, опять же, она. Но, опять же, это все зависит только от вас, как вам будет удобнее. Я вам ничего не навязываю, просто рассказываю свой опыт. Также Advanced опции. Значит, самое главное
Самый главный параметр в данном случае это brightness boost, его нужно ставить на максимальное значение. В ином случае ваши карты, то бишь весь мир будет темным. Ну, как вы знаете, хоррор-игра, соответственно, чтобы удобно было спидранить, мы его освещаем таким образом. Все остальное мы выключаем, оставляя лишь субтитры, Chip Gun Smoke эффект, Prop Fade мы выключаем и оставляем включенным Blood Particles и Black and White эффект. Хотя насчет последнего я не уверен, потому что не уверен в его функциях. В общем, на этом с настройкой все. Начинаем играть на easy сложности и сразу же расскажу о том, как делается long jump с последующим выходом на бэкхоп. Значит, в данной игре вы можете прыгать и бегать только ограниченное количество времени, после которого вы устаете, то есть у нас присутствует выносливость. Даже сейчас, если она у вас не показывается, она все же есть. Поэтому делать можно только ограниченное количество прыжков, после которого вы должны будете отдохнуть. Поэтому делаем long jump. Значит, жмем кнопку уклонения или же dodge, и после этого через полсекунды мы нажимаем пробел. То есть делается это так. Практически одновременно, но тем не менее первой выступает у нас кнопка dodge. Дальше зажимаем пробел и продолжаем прыгать. Либо же будем крутить колесико мыши. На этом все. И начинаем уже проходить. Значит, как оказываемся в комнате? Сразу поворачиваемся налево и начинаем фотографировать крестики, которые нам нужны по сюжету. Здесь можно сделать один long jump, первый. Дальше продолжаем. Здесь особо не разгоняемся. И фотографируем как можно быстрее. Присаживаемся, чтобы восстановить стамину. Фотографируем следующий крестик. Здесь можно сделать еще один long jump. И в конце можно сделать еще один long jump с последующим выходом на бэкхоп с 2 прыжками. Примерно так. Данный гайд у нас будет без открываемых предметов, то есть в моде No Unlockables или же New Game. Поэтому будем пользоваться только тем, что нам дает игра, а не то, что мы открыли. Начинаем и сразу же расскажу о лестницах. На каждой лестнице я делаю уклонение, то есть дэш, чтобы не спускаться по ней таким образом. То есть мы просто пролетаем. И даже делаем это вверх. Начинаем банни-хоппить примерно отсюда, и если повезет, мы даже успеем увидеть скример из-за угла. Идем по сюжету. Возможно, биндим на единичку ножик. И продолжаем движение. Здесь делаем long jump, опять же, чтобы избежать лестницы. И по возможности мы двигаемся возле стен, одновременно нажимая кнопку направления стены. То есть в моем случае сейчас это А, если это будет стена справа, то это будет D. Опять же, это у нас ускоряет совсем чуть-чуть, на пару юнитов, но тем не менее ускорение есть. Значит, распрыгиваемся до первой записки, и чтобы не терять время на ее прочтение, мы начинаем двигаться назад, зажимаем кнопку назад, нажимаем Е, читаем и оказываемся уже здесь. На данном движке можно использовать предметы через стены, то есть если предмет лежит за какой-то преградой, вы все равно можете его использовать. Но, однако, если он не так далеко от вас. Так что я могу сейчас прочитать записку, несмотря на нее. Значит, чуть-чуть прицеливаюсь повыше, нажимаю назад и Е. Читаю и вижу пароль. Идем к компьютеру, вводим пароль. Здесь ничего необычного. По-моему, так. Я не успел увидеть. Нет. Сейчас проверю. Gel username. Угу. Что-то я неправильно ввожу. Секунду. Наверное, все-таки. Я понял. Запоминаем пароль, который нам
дан здесь, 7, 8, 24, и идем обратно. Да, стоит сказать сразу же о том, что нужно, опять же, пропускать лестницы дэшем здесь, и то, что первая записка, которую вы найдете, она вписывается во второе поле, а вторая записка, которую я вам показывал, это вписывается в первое поле. Так, здесь мы выходим не по обычному способу, а через стену. Вот в этот угол нажимаем. Опять же, во время того, как вы переходите по локации, вы можете использовать инвентарь. Это вам может помочь, как мне сейчас, допустим. Ну, вводим пароль. И продолжаем движение. По возможности скипаем лестницы. И приходим к первой кат-сцене, первой важной. Значит, в конце данной кат-сцены нас развернут по направлению к той двери. Значит, чтобы не терять времени и сразу в данную дверь войти, как только вы пропускаете кат-сцену кнопкой Enter, точнее, во время кат-сцены вы зажимаете кнопку W, или же все-таки не отпускаете даже до начала ее кат-сцены и начинаете спамить кнопку E. То есть пропускаем кат-сцену и сразу же нажимаем на дверь. Делается это примерно так. Если вы попадете в интервал, то вы сразу же войдете в данную дверь. Если же произойдет такое, что вы окажетесь возле стены, как это было только что у меня, то вам придется отойти еще немножечко в сторону. Но зачастую получается так, что вы сразу же попадаете в дверь. И в данной игре можно сохраняться всего лишь 2 раза по правилам speedrun.com. На этом сохранении я сохраняться не буду. Но, тем не менее, я его использую, чтобы появился первый субтитр от сохранения, который будет нам мешать, если мы его сейчас не увидим. Используем и сразу же тратим как можно больше стамин до первой битвы. Сразу же пропускаем кат-сцену и начинаем драться с первым монстром просто обычной легкой атакой. Так сказать, закликиваем его. Поднимаем первый шприц, падаем и деремся со вторым монстром. Тут никаких хитростей. И следующий монстр нам также заблокирует передвижение, то есть мы не сможем его обойти, но если же мы пробежимся до стены, которая впереди, остановимся на полсекунды и побежим дальше, он не успеет среагировать. Соответственно, мы сможем его перехитрить и обойти. Не всегда это получается, но тем не менее при правильном выполнении данного трюка вы пройдете безболезненно. Если же все-таки что-то пойдет не так, все равно у вас образуется карман слева, через который вы сможете пройти. Итак, посмотрим. Значит, мы бежим, ненадолго останавливаемся и бежим дальше. То есть отжимаем кнопку бега буквально на полсекунды. И продолжаем движение. Теперь стоит сказать о том, что все оружие в данной игре обладает ошеломляющим эффектом при первом попадании. То есть вот мы первый раз попали в монстра, и он немножко попятился. То есть это можно использовать для того, чтобы их обходить и не драться с монстром. Дальше, не используя лестниц, мы перемещаемся сразу же на 3-й этаж таким образом, ползая просто по конструкциям. И здесь, опять же, через стену используем дверь, что находится выше. То есть попадаем на 3-й этаж, кажется. Да, на 3-й. Как только мы окажемся в апартаментах, мы больше не используем пистолет для битвы с первым боссом, поэтому сразу прыгаем на 4-й этаж. Значит, садимся на край перила, ну, примерно в такую позицию. Может, чуть левее, целимся на дверь, которая выше над нами. Может, не с первого раза получится, но, тем не менее, это довольно просто. Прыгаем и нажимаем Е. То есть тут главное попасть в интервал, когда вы будете рядом с той дверью, которая выше. Входим в кат-сцену, пропускаем. Как только выходим из кат-сцены, поворачиваемся к стенке и нажимаем, подходим к стенке, нажимаем Е и получаем веревку. Значит, если вы уже забиндили клавиши на быстрое использование предметов, то вам сейчас будет легче, так как у нас есть веревка,
Мы заходим на балкон, начинается катсцена, мы используем веревку, сразу же по ней спускаемся и пропускаем катсцену. То есть в катсцене мы уже, по сути, спустимся на этаж ниже. Значит, мы нажимаем кнопку веревки, потом Е и потом пропуск катсцены. И желательно, чтобы вы нажимали все это спамом. То есть выглядит это так. Несколько раз, чтобы не ошибиться. Переходим дальше. Сразу же поворачиваемся, бежим к двери, пропускаем монстра, он нам не нужен. И следующего монстра мы тоже будем пропускать. Значит, становимся в дверной проем перед балконом, поворачиваемся на монстра, он будет здесь, ну, то есть с этой стороны. Ждем, пока он нас начнет атаковать, и в образовавшийся карман слева мы проходим. Выглядит это так. Все, значит, мы его подогнали чуть-чуть вперед, он нам освободил место, и мы прошли через карман, который он создал. Итак, заходим в дверь. Следующего монстра мы тоже пропускаем, просто нажав кнопку Е перед ним. И здесь довольно важный момент. На данном движке монстры могут взаимодействовать с предметами, если они по ним ударят. Значит, наша задача в данном случае, во-первых, мы по сюжету мы должны вставить кассету в данный проигрыватель и посмотреть на телевизоре катсцену, чтобы узнать пароль от лифта. Но слева находится монстр, который спрятался. Мы заставим его ударить телевизор и запустить катсцену без кассеты. Как это делается? Мы подводим монстра к предмету, сами становимся рядом с предметом, вынуждаем монстра ударить нас, но избегаем его удара клавишей пробел, ну то есть прыжком. То есть во время прыжка он по нам не попадает, попадает по телевизору, запускается катсцена. Значит, конкретно в данном случае я использую точку с растением, я становлюсь рядом с растением, жду, пока дойдет монстр до меня и подпрыгиваю. Получается тоже не всегда с первого раза, так как монстр становится на разную позицию. То есть он может чуть дальше стать, может чуть ближе. И если с первого раза не получится, подождите, пока он подойдет чуть ближе к вам, подпрыгните еще раз, и это получится. Выглядит это примерно так. То есть вы становитесь, подпрыгиваете, она ударяет по телевизору, и катсцена запускается. Чтобы ее не смотреть до конца и не узнавать пароль, таким образом мы ее пропускаем, нажимаем на телевизор и узнаем пароль от телевизора уже в качестве субтитров. 6799. На следующую локацию мы также перепрыгиваем через потолок. И 6799 мы вводим сюда. Пока что лифт едет, мы восстанавливаем стамину в присядке, то есть когда вы сидите, она восстанавливается быстрее, и во время катсцены зажимаем кнопку А и С, держим и пропускаем катсцену. Мы оказываемся на выходе не возле лифта, а уже на лестнице. Ну и идем вниз. Просто пропускаем лестницы, патроны уже по желанию собирайте как хотите, так как они нам сейчас не нужны, я их не собираю. И у меня есть нож, который мне поможет дальше. И уже до босса мы, в принципе, можем добанихопить, не отдыхая. Сейчас я сохранюсь на всякий случай, чтобы избежать случайных атак. Если что-то пойдет не по плану, а вы не сохраняете здесь, так как это еще не так релевантно. И мы заходим к боссу. Значит, в чем здесь суть? Вам нужно 2 раза его посадить на колено, то есть нанести ему урон просто в тело, и потом после этого бить в его слабую точку, которая находится на спине. Всего это нужно сделать, как я и сказал, 2 раза. Поэтому, значит, вы сейчас на 99 FPS, соответственно, монстр поворачивается довольно быстро. Если же мы разблокируем FPS выше 99, то есть больше сотни, то монстр будет поворачиваться довольно медленно, и вам будет проще с ним драться. Но проблема в чем? Как только он встанет с колена после первого периода, в котором вы будете его бить,
вам нужно заставить его повернуться к вам и даже, возможно, замахнуться на вас. Иначе весь урон, который вы будете в него вносить, последующий, он будет уходить в ноль. Вы это могли заметить в видео 474 часа стресса, когда я целых 2 обоймы выпустил в данного босса, и он никак не среагировал, то есть он даже не упал на колено. Поэтому, значит, у нас есть 2 бинда на количество кадров. Сейчас я разблокирую количество кадров одним из биндов. Начну драться с монстром. Ну вот, он поворачивается довольно медленно. И сразу же, пока я его бью, я могу переставить FPS на 99, чтобы он ко мне побыстрее развернулся сейчас. И опять же ставлю FPS высокий, чтобы он начал поворачиваться медленнее. И на этом все. Вы возвращаете количество FPS на 99. И идете дальше. Первый босс побежден. И с апартаментами мы пока что закончили. Значит, дальше просто перепрыгиваем здесь всех монстров, которые нас встретят, и идем дальше. Далее пароль на данной локации фиксированный. Мы игнорируем монстров, которые здесь выходят. Идем дальше. И вводим фиксированный пароль 5247. Входим в дверь. И здесь нас будут пугать звуками в данном подвале, но никакого монстра здесь не будет. Значит, по возможности пропускаем лестницы, спрыгиваем и переходим на следующую локацию. В следующей локации вам придется избегать монстров, которые будут появляться внезапно. Данных монстров в простонародье кличут лягушками, поэтому я буду в дальнейшем называть их так. И эти лягушки появляются рядом с водой. Значит, здесь мы можем уже пропрыгать. Избегаем встреч с лягушками, делаем волбуст и идем именно в эту сторону, так как она чуть короче, чем вторая сторона. Значит, здесь начинается небольшая дилемма. Значит, она будет еще несколько раз, но тем не менее. Здесь мы будем падать с довольно-таки большого расстояния. Вот. Поэтому, во-первых, у вас останется довольно мало здоровья. Либо вы, как только упадете, сразу используете шприц, либо все-таки рискнете и оставите шприц на потом. Если у меня получится, я вам расскажу, для чего это делается. Если нет, ну, мне придется все-таки отличиться, так как здоровье может быть минимально, а там, скорее всего, меня поджидают 4 злых человека. Значит, когда мы падаем с большой высоты, у нас включается анимация падения, которая нас останавливает где-то на секунду, на полторы. Чтобы ее избежать, во время того, как мы падаем, зажимаем пробел или же крутим колесо мыши и начинаем спамить кнопкой Dodge или же уклонение. Итак, зажимаем пробел и спамим Dodge. И получается примерно что-то такое. Мне придется отличиться, так как у меня сейчас очень мало здоровья, я передвигаюсь довольно медленно из-за этого, поэтому я лечусь и все, забываю уже о том, что я хотел. Сразу же расскажу о том, что шприц восстанавливает выносливость в отношении к потраченному здоровью, то есть чем больше здоровья потратили, тем больше шприц восстановит вам выносливости. Также на этом моменте есть очень неприятное место. Я сейчас попробую на практике его показать, но не знаю, получится ли, но тем не менее стоит об этом вам поведать. На всякий случай я здесь сохранюсь, потому что, скорее всего, сейчас получится так, как я и думаю. Значит, здесь есть место на вот этой решетке, в котором вы застреваете. Это называется soft lock, то есть вы застреваете так, что вы не сможете никак из этого выйти, и вам придется перезагружаться. Попасть в него довольно легко, но... как это сказать, в основном это получается случайно. То есть, если вы проходите, вы бежите, прыгаете, и вот незадача, вы попадаете в данное место. Оно находится примерно здесь, я не могу точно сказать где, но будьте уверены, оно здесь есть. То есть, если вы попадете сюда,
и здесь застрянете, то у вас уже не будет шанса проходить дальше. К сожалению, у меня не получилось его найти сейчас, но, тем не менее, будьте уверены, оно здесь есть и не стоит сюда прыгать. Поэтому, если вы здесь проходите, лучше все-таки пробежаться через Shift. Итак, здесь нам нужно подобрать пароль. Фиксированы только 3 цифры, оставшаяся цифра рандомная. Значит, фиксированная цифра 2, 7, 9 и рандомная цифра. Одна из наших данных. Просто методом подбора мы находим нужную нам цифру. И продолжаем идти. Здесь может вас поджидать монстр, но ничего страшного, его убить легко. С данным монстром нужно разобраться обязательно, так как он нас вообще никак не пропускает. Здесь есть небольшой изотуп. А вот этого монстра уже можно просто обойти. Он нам не важен. Но я еще успел его убить, опять же. Следующая дилемма, которая нас поджидает. Нам нужно по квесту взять зажигалку, и это обязательно. И нужно взять дробовик. Но дробовик брать не обязательно. Некоторые спидранеры обходятся без него, но тем не менее мне он помогает довольно сильно. Поэтому, если вы берете дробовик, то у вас на предыдущей локации появляются лягушки. Если вы этого боитесь, дробовик не берете. Но если это вам не помешает, возьмем дробовик с собой. Как я и сказал, он нам дальше поможет. И идем обратно. Значит, у нас есть квестовый предмет, поэтому мы идем поджигать масло по квесту. И там нас может поджидать монстр рядом с маслом, которое мы должны поджечь. Он рандомный, поэтому он будет появляться там далеко не всегда. Поэтому заходим, ждем монстра, в основном его нет, отлично. И поджигаем масло, ждем, пока оно чуть-чуть прогорит, выходим и заходим в дверь. Вот, если вы чуть-чуть подождали не так долго, то будет данная надпись. Вы не сможете зайти в эту дверь, вам придется еще здесь подождать. Но если вы подождете сколько нужно, то вы сможете выйти и зайти сразу же в соседнюю комнату. Ждать нужно примерно секунды 3, может 3,5. Еще учитывая то, что вы переходите по локации какое-то время. Ну, то есть через двери какое-то время. Итак, второй босс очень легкий. Значит, нам нужно выкрутить всего 2 вентиля, чтобы они нанесли ему урон электричеством. Значит, мы крутим левый вентиль, который сразу же от нас будет слева, и крутим вентиль, который будет сейчас показан. Вот этот. Значит, сразу же начинаем крутить левый вентиль. Монстра мы должны заставить нас один раз ударить, ну, точнее, промахнуться по нам, чтобы он остался на месте и исключить риск. И, запрыгивая сюда, мы крутим второй вентиль, нажимаем E и Enter, спамим, и переходим быстро через эту дверь. То есть, спамим E и Enter. Здесь забираем через шкафчик шприц. Идем дальше. Шприцы и патроны все я уже рассчитал, поэтому это тот минимум, который вам нужно иметь с собой для комфортного прохождения. Здесь не делайте ни шагу, сразу берете пилу. Если вы сделаете шаг, вы зайдете на область, которая отвечает за появление монстров здесь. Монстров нет, мы переходим обратно через стенку и делаем небольшой приятный трюк, но иногда он не получается из-за неправильного нажатия. Итак, у нас есть пила, она у нас на кнопке V, точнее у меня. И, значит, моя задача подойти примерно вот в эту область, нажать кнопку V, то есть активировать пилу, и в оставшееся время, пока катсцена не началась, успеть дотронуться до двери, чтобы перейти по локации. Происходит это примерно так. Вот, то есть я уже вышел, и я уже с ключом. И это гораздо быстрее, чем выходить через дверь просто с пилой. Итак, прыгаем до конца коридора, обязательно нажимаем на дверь, прыгаем дальше, выходим отсюда, держим шприц при себе, пока что, раз мы уже один использовали, второй лучше здесь не использовать. Делаем дэш с контролом, пролетаем, иногда получается, иногда нет правильно здесь упасть. Я, честно говоря, до конца не понял, как это работает, но тем не менее нормально.
Прошли. Значит, здесь панику убираем, сразу же идем просто по лабиринту, запоминаем, как делаю это я. И до конца коридора, опять же, банни-хоппим. У нас остается как раз половину здоровья, это замечательно, так как у нас есть шприц, который нам восстановит от половины здоровья довольно много выносливости. Поэтому пока что шприц держим при себе. Следующая кат-сцена, которую мы найдем, будет нам восстанавливать где-то, ну, совсем немного выносливости, но, тем не менее, это нам очень важно. Почему? Так как мы, во-первых, мы берем здесь шприц, так как мы израсходуем всю нашу выносливость на прыжки до этой кат-сцены, мы замедлимся. Как только мы войдем в данную кат-сцену и пропустим ее, у нас восстановится какое-то количество, как я и сказал, выносливости и, соответственно, замедление уберется. Поэтому начинаем прыгать сразу же от начала локации, то есть делаем дэш от лестницы, предварительно зажав Ctrl. И начинаем прыгать уже до... Да, кстати, вы можете здесь споткнуться, здесь есть очень неприятный камень, поэтому еще раз показываю. Значит, Dash Ctrl, продолжаем прыгать. У меня здесь немножко иногда проседает FPS, поэтому прыгать иногда не очень приятно, но тем не менее должно получиться. Сейчас попробуем еще раз. Я сейчас промотаю немножко время, чтобы восстановить стамину, и начнем еще раз. Значит, Dash Ctrl с прицелом на где-то второй этаж. Точнее, сначала Dash, потом Ctrl. Прыгаем. И вот такой оптимальный вариант прыжков у вас должен получиться. Вы входите в кат-сцену, и сразу же у вас есть стамина. То есть довольно приятно. Все это я делал ради того, чтобы показать, как правильно допрыгать до того момента, чтобы не было там как-то застреваний и так далее. Итак, появляется монстр с данной вентиляцией, и мы его пропустим, то есть заблокируем ему спавн. Значит, двигаемся по левой стенке, присаживаемся и двигаемся чуть ближе к монстру, то есть раз и два. Левая стенка, присесть, повернуться к монстру, подойти, и он исчезает. Здесь уже подготавливаем дробовик, потому что здесь рандомный спавн монстров. Сразу же расскажу, что я уже 4-й раз записываю этот гайд, поэтому я уже просчитал некоторые моменты появления монстров. То есть все предыдущие 4 раза у меня здесь никто не появлялся. Даже вот этот Майкл Майерс, его не было. Значит, уже целесообразно взять здесь патроны для пистолета, так как пистолет уже довольно скоро появится. Разбиваем бланки и прыгаем до следующей. Все, здесь уже постарайтесь не тратить здоровье, насколько это возможно. Если здесь Майкл Майерс, мы его просто обходим, он прибегает к нам, мы обходим его с другой стороны. И здесь то же самое, ждем, пока он добежит, и обходим. Дальше, опять же, обманываем лягушку. Просто идем по стенке и обходим слева. Дальше, опять же, катсцена, которая нам восстановит какое-то количество выносливости, поэтому как только появится парень с бензопилой за нами, начинаем банни-хоппить, и банни-хоппим уже впредь до конца данного участка, то есть до катсцены. Есть небольшой вариант софтлока, но я его встречал всего лишь один раз за всю практику. Вот, восстановилась у нас стамина. Мы можем застрять в одном из углов зданий, но, опять же, шанс у нас крайне мал, поэтому я не буду о нем рассказывать. Двигаемся дальше. Постарайтесь все-таки не тратить дробовичные патроны, они нам еще понадобятся. Лучше все-таки получить урон. У нас как раз будет восстановление здоровья скоро. Идем дальше. Вот на этой секции мы должны оставить стамины на лонгджамп, так как мы сразу же выходим, разворачиваемся, прыгаем лонгджампом и скипаем лягушку таким образом. Здесь делаем дэш назад и идем вперед. То есть, как только появились, развернулись, сделали прыжок, лонгджамп и скипнули лягушку таким образом. Так, здесь сразу же рассказываю про данную секцию.
Значит, здесь всего два способа прохождения. Один из них больше подходит для New Game Plus, второй сейчас мы будем использовать. Но, тем не менее, для New Game Plus я тоже расскажу. Значит, здесь уже целесообразно прохилиться, то есть использовать нашу аптечку. Значит, начинаем распрыгиваться уже, насколько это возможно. И можем уже, в принципе, пролечиться. Расставляем таким образом статуи. И не забывайте, что во время того, как вы нажали на управление статуей, вы можете передвигаться. То есть это случай с запиской, в которой вы можете еще двигаться. То есть мы зажимаем сейчас кнопку S и 2 раза льва налево двигаем. Окей, мы зашли. Здесь та же самая система, как и с пилой. Пол шажка можно сделать. Слишком много, все, монстр сзади появился. По идее, вы должны сделать только вот примерно, ну вот столько. И в ином случае монстр... нет, не слишком много, я ошибся, слава богу. Значит, монстра не появилось, и хорошо. Но, тем не менее, раз уж я уже об этом заговорил, мы все-таки его заспавним. Вот, мы подошли, и вот монстр появился. То есть, ваша задача просто не подходить к столу близко. Итак, мы открываем здесь дверь ключом, и время рассказать о втором способе. Он более сложный, но тем не менее. Вам нужно просто от этой точки прыгнуть на статую коня, остановиться на ней. У нее довольно большой скайбокс, но тем не менее. Останавливайтесь, она у вас будет стоять немножко в другом положении, вот здесь, если я не ошибаюсь. И с нее прыгаем вот сюда. Далее, чтобы перейти на следующую локацию, мы прыгаем на забор, не касаясь стены, мы подпрыгиваем примерно в этой точке, то есть когда у вас руки фиолетовым засветятся, или же все-таки чуть раньше. Мы подпрыгиваем и оказываемся на следующей локации. Минус такого способа, что мы не получаем в таком случае винтовку, и с каркасом нам драться нечем. Но что еще может случиться? Если вы дотронетесь до стены, то есть вы будете ровно со стеной стоять, то вы застрянете, когда вы выпрыгнете. То есть вы прыгнете и застрянете. Но не стоит отчаиваться, даже если вы ошиблись и застряли, то вы можете просто из этого момента нажать на дверь и выйти обратно. Но проблема в том, что вам придется опять перепрыгивать, чтобы выйти, так как дверь у вас не будет открыта. Итак, данного моба мы скипаем, он вообще бесполезный, он нам не мешает. А следующего все-таки лучше убить, так как он нам блочит проход. Хоть под ним можно все-таки пролезть, но я его предпочитаю все-таки убить. Далее. Биндим на клавишу 1 телефон. Он нам сейчас понадобится. Выходим. Ловим скример. Убиваем скример. Берем телефон, делаем лонгджамп и сразу же оказываемся в катсцене. Катсцену лучше не мотать. Иногда происходят немножко неприятные вещи, когда ее мотаешь, поэтому просто слушай. Каркас. Значит, у нас ровно есть... У нас сейчас ровно боеприпасов для убийства каркаса. То есть 4 патрона, которые вот мы оставили в винтовке, и 5 патронов на перезарядку в ту же самую винтовку. То есть мы можем выстрелить всего лишь в одну кровать из 3 для правильного убийства каркаса. Я вам покажу, как это действует, но пока что об этом забудем. Значит, пропускаем монстров здесь. Они имеют свойство бить друг друга по неразборчивости. Они пока что дубасят себя сами. Мы не обращаем внимания. Можем развернуться, сделать пару залпов. Но это уже, опять же, опционально. Так как вы, когда вы копаете яму здесь, вы можете еще и стрелять, и ходить. То есть вы спокойно это можете сделать и во время того, как вы копаете яму. То есть копайте яму и одновременно отстреливайте горстку монстров. Значит, дробовик уже в принципе нам не нужен, но все-таки я его с собой буду тянуть. Значит, используем ключик, заходим, возьмем винтовку уже, винтовка нужна сейчас.
И вот нам ровно 9 выстрелов, чтобы убить каркаса. Значит, переходим по локации прыжком Е. И берем патроны. И так как мы уже нажали на сохранение один раз, то субтитра не будет. Все. Мы сохраняемся. Здесь уже можно. Здесь 100% можно сохраниться. И на этом первая часть гайда у нас подошла к концу. Ну что ж, следующая часть начинается с очень неприятного трюка, который даже у меня иногда не получается не с первого раза. Значит, состоит он в том, что мы перепрыгнем с этой крыши на вторую крышу. Есть тут небольшой уступ, на который мы можем приземлиться, и прыжок мы будем делать с центральной точки, вот отсюда. Но предварительно разогнавшись. Значит, присаживаемся, целимся на черную размазню и, разгоняясь, делаем лонгджамп. Попадаем, продолжаем бенни-хоппить, и, как вы видите, не запускается битва с боссом, так как мы не дотронулись до триггера, который запускает катсцену. А триггер этот расположен здесь. Как только катсцена закончится, и как только вы ее скипнете, сразу же, не отходя от кассы, начинаем убивать каркаса без прицела. Так как он у нас не так далеко отъехал, прицел здесь не обязательно. И вот мы ему уже половину здоровья сняли. Сразу же идем в безопасную зону и отсюда продолжаем его убивать. Он, как вы видите, у нас не попадает. Все головы летят мимо, точнее в ограждении, и все, на этом второй босс у нас, третий, точнее, босс закончился. Перезаряжаем винтовку, ее уже можно в принципе выкинуть, но пока что я не советую, опять же. Я люблю оружие все-таки с собой носить. И начинаем банни-хоппить от начала локации до конца, так как здесь катсцена, которая нам восстановит немножко стамины. Забираем кей-карту и идем дальше. Дробовик уже нужно как-то реализовать, то есть стреляйте во всех, кого видите, так, потому что он нам дальше не понадобится совершенно. А то и вообще его можно сейчас уже выкинуть. Но, тем не менее, пока что я его подержу. Дальше у нас в планах получить пистолет. Забираем патрончики, если у вас есть еще винтовка. И я забыл взять патроны для пистолета там, но ничего страшного, мы здесь еще будем. В общем, ладно, тогда я выкидываю дробовик, он нам больше не нужен. Беру винтовку вместо него. Беру винтовку. И здесь нам нужно взять пистолет. С одного из гангстеров мы обязательно его поднимем. Желательно, конечно, поднять вот с данного, но я не гарантирую вам, что он здесь будет. Поэтому я поднимаю с первого попавшегося. Скажем, я таким образом себя перестраховываю. Итак, погоня бензопильщика за нами. Сразу же жмем Shift, чтобы не было недоразумений. И начинаем по ней хопить. Смотрите аккуратно, не споткнитесь о там перекрестие небольшое есть между текстурами. И разбиваем бланки. Заходим. И на следующей локации мы уже чуть-чуть отдохнули. То есть уже здесь замедления не будет, пока вы разбиваете бланки. Далее у нас есть как раз сейчас время восстановить немножко стамины, поэтому мы сразу же от начала локации делаем распрыжку. И где-то возле красной машины мы прохиливаемся, восстанавливаем стамину. И стамины нам здесь довольно много надо, так как придется много прыгать и много карабкаться. Поэтому у меня ее сейчас недостаточно, но у вас будет ее много, если вы рассчитаете правильно. Значит, либо мы сейчас прыгаем на лампу и потом с лампы на дощечки, либо идем привычным нам способом, который мне улыбается гораздо больше. И уже отсюда, кстати, нет, не достаем, ну ладно. И уже отсюда перепрыгиваем на балкончик перед нами, лонгджампом. И просто продолжаем движение. Далее будет колледж, в нем никаких особо секретов или сокращений нет, поэтому
его мы будем проходить по обычному. Да, у машин тоже не очень хорошие скайбоксы. Иногда получается так, что она нас останавливает, если мы рядом с ней прыгаем, поэтому будьте аккуратны. Про пистолет пока забудем, у нас есть винтовка, если есть, опять же, если вы ее не выкинули. И забираем отсюда квестовый предмет. Как раз настало время рассказать о небольшой проблеме данной игры. Значит, если мы входим в некоторые двери под углом, примерно так, то происходит такое явление. Мы оказываемся на предыдущем месте. То есть, вот, еще раз. Сколько бы мы так ни входили, мы все равно будем выходить обратно. Поэтому мы входим прямо под обычным углом, как вы бы делали при первом прохождении. И идем дальше. Так, используем здесь отвертку, забираем фьюз и выходим сразу же как можно быстрее, потому что сзади сердитый мужчина появляется. Здесь монстры даже не успевают появиться, а мы их уже обходим. И идем забирать ключ, который нам нужен для второго ключа. И, возможно, уже начинать убивать монстров, но, тем не менее, это опционально. Они здесь не так страшно себя ведут. Оставьте обязательно один патрон на вот этот класс, потому что здесь может быть сюрприз. Здесь может быть жук, который застанет вас врасплох. У вас не будет патронов, вы все вытратите, а он будет стоять и преграждать вам путь. Поэтому придется импровизировать. Забавно. Не светит мне MLG-стрельба, к сожалению. Дальше просто идем вперед. Можно уже, в принципе, расстаться с, опять же, с винтовкой, но, опять же, я ее с собой все-таки возьму. Так как впереди у нас будут некоторые монстры, которых нужно быстро устранить. Ну и возвращение домой немного нудное. Здесь просто по прямой мы идем в метро, чтобы поставить предохранитель. И обратите внимание, я потратил чуть-чуть здоровья. Здесь бы по-хорошему, конечно, потратить чуть больше. Я потратил совсем вот каплю здоровья, и это мне сейчас сыграет на руку, естественно. Сейчас нам поможет Майерс. Отлично. Хотя нет, еще чуть-чуть. Ну вот столько хватит. Как раз половина. Для чего я это делал? Естественно, чтобы восстановить здоровье после банни-хопа. Заметьте, что решетку я не закрывал, я не боюсь, что зайдет за мной бензопильщик, потому что в основном он становится здесь и больше не обращает на меня внимания, когда он за мной гонится. Вот здесь вы можете застрять. То есть вот вы можете, вот тут есть переход, он даже ощущается. И мы начинаем прыгать от начала локации, устаем, используем шприц, как раз он нам восстанавливает стамину, и все счастливы. Вы не теряете здесь время, и переходим через стену, точнее через край стены, на следующую локацию. Нас встречает Майерс снова, но тем не менее он нам сделать ничего не может толком, потому что он со своей позиции вряд ли сойдет. Делаем опять же дэш, ставим предохранитель, заходим. И вот о чем я и говорил, сейчас будут появляться некоторые противные монстры, которые нам будут мешать. Поэтому, ну, этого я не имел в виду. Детей, как известно, нельзя трогать. Здесь будут... Мне повезло, здесь нет монстра, о котором я подумал, но, тем не менее, у вас он может появиться, значит. Ай, вот и он. Один из 3 или 2, которые могут здесь появиться. Нужно теперь через стену забрать шприц обязательно, он нужен. И если здесь есть Crazy Lady, можно ее убить, а можно просто потом в руки телефон взять, чтобы она нас не заставляла проигрывать анимацию. Также может быть Crazy Lady здесь. И используем... не успел, но тем не менее. Значит, там можно использовать метод быстрого перехода. Во время нажатия на второй рычаг мы можем быстро, опять же, войти в дверь в кат-сцене
и сэкономить чуть-чуть времени. Но опять же, это очень опционально, как хотите. Это выиграет буквально секунду. Значит, слева-справа может быть атака, выходим, проверяем, никого нет. Если же все-таки есть, создается карман, проходим через этот карман. И в такой последовательности открываем двери. Сейчас возьму винтовку, так как уже нужно с ней расстаться по-хорошему. Захожу сюда, здесь следующий дроп будет. Опять же, будет отмена анимации. Я постараюсь, по крайней мере. Да, вот она получилась. И здесь тратим как можно больше выносливости. Даже можно всю. Пока вы будете лезть по лестнице, она успеет восстановиться. Мало того, я ползаю по лестнице спамом W, а не зажатием. Так как при зажатии иногда возможны остановки. Так, теперь мы не прохиливаемся. Опять же, ползем. У нас успеет восстановиться стамина. Ну, не так много, конечно, ее восстановится, но, тем не менее, этого нам хватит. Для того, чтобы ускориться сейчас, сразу же прохилиться, ускоряемся. И отлично, мы успеваем. Второй раз ускоряемся. И если все прошло так, как я думаю, и так, как обычно получается, то мы успеем сразу же залезть в то место, которое нам может заблокировать путь. Вот сюда. И, в принципе, мы практически сразу же успели. Так, здесь лучше присесть и двигаться тихонько, потому что это может закончиться летальным исходом, и никто этого не хочет. Соответственно, вам придется перепроходить с крыши, если вы здесь умрете. Так, дальше нас поджидают два монстра. Третьего мы не обращаем внимания. И после убийства данных монстров уже можем расстаться с нашей винтовкой. Она нам больше точно не понадобится. Это я могу гарантировать. Расстаемся с винтовкой и идем вперед. Сейчас будет еще один дроп, но после него мы хилиться не будем. Итак, делаем отмену анимации по возможности. Можно и не делать, но тем не менее это нам тоже какое-то время выиграет. И допрыгиваем до следующего рычажка. Сразу же, как только мы это сделали, запрыгиваем на данную стенку. И если у вас много стамины, полностью ее потратьте до минимального значения, чтобы здесь она восстановилась до конца. То есть используем ее с умом, скажем так. Перед большим восстановлением мы, естественно, ее тратим полностью. Насколько это возможно. Ползем вверх. И сейчас мы попадем во вторую часть метро. Более нудную, как по мне. Вот, сейчас будет скример, скорее всего, если не... Да. Скримера нужно ждать тоже примерно полсекунды, пока он вылезет. И только потом начинать стрелять, потому что в ином случае его хитбоксы не активны. И будет неприятно. Итак, продолжаем банихопить просто. Здесь ничего. Не очень плохо, не очень хорошо получилось, но тем не менее. Далее идем просто вперед. И слева будет сейчас катсцена, которая восстановит нам еще немного стамины. Ну, опять же, здесь стамину лучше держать где-то на половинке, чтобы правильно дэшнуться на эскалаторах и не получить какую-либо травму, которую я вот получил сейчас. Но это не особо страшно, так как может быть падение гораздо большего урона. В прошлый раз, когда я записывал гайд, у меня здесь отнялось больше половины здоровья, и поэтому будьте аккуратны. Вот как раз у меня сейчас здоровье на хороший шприц набралось, и я его пока придерживаю при себе, так как будет сейчас местность, в которой я постараюсь пропрыгать до конца. И уже в конце пролечиться. Не обращаем внимания на монстров.
Прыгаем, как ни в чем не бывало. Возможно, слева будет гангстер. Слава богу, его нету. И уже возле автобуса прохиливаемся. У нас есть время. Успеем даже достать, наверное, пистолет. Нет, не успели, но тем не менее. Убиваем монстра, забираем все, что здесь есть. Автомат, опять же, это по желанию, но мне он помогает прям. Отлично. Итак, автомат мы пока забываем. Нам нужен только глоук. И идем вперед. У нас как раз есть ключик. Да, не забудьте в метро взять ключик. Без него вы дальше не сможете пройти. Что у нас дальше? Слева шприц. Обязательно забрать. Здесь используем ключ. И выходим. Дальше часть с лягушками. Она проходится довольно просто. Придется устранить всего 2 или 3 таких вот ребят. Где-то, наверное, все-таки 3. Так как они нам будут мешать по возвращению назад. И лучше разобраться с ними прямо сейчас. Разворачиваемся. Идем дальше. Здесь можно уже пропрыгать и ставить стамины только на 1 прыжок и убить данную лягушку. Хорошо. Проходим дальше. Ускоряемся, и дальше будет тоже довольно важный момент. Он будет связан с использованием, опять же, предмета с помощью монстра. Примерно такой же расклад дел, как и в первых апартаментах. Сейчас я на всякий случай сохранюсь. И буду рассказывать. Значит, здесь есть небольшое углубление, точнее, небольшой скайбокс. Он, опять же, ну, к нему невозможно подойти, вы это заметите. И вот конкретно на эту позицию, вот ну, примерно здесь, должен стоять монстр и ударить по вам. То есть вы подводите его сюда, сами становитесь сюда и прыгаете. Я покажу, как это выглядит. Ничего сложного здесь нет. Делается это все для того, чтобы сэкономить на лестнице. То есть мы по сюжету должны 2 лестницы использовать, а мы с вами схитрим и используем 1 лестницу. Забираем с собой монстра, он как раз доходит до нас. Попадает по мне, я неправильно прыгнул. Становимся, ждем. Прыгаем, и он ставит за нас лестницу. Значит, у нас как раз есть запасная лестница, мы ее ставим сюда и идем дальше. Здесь сейчас расскажу одну схему. Значит, у многих людей почему-то не получается здесь сделать прыжок наверх, так как они себя запирают в клетку. Клетка – это вот этот проем. То есть мы прыгаем на небольшую перилу, и здесь мы, как вы видите, прыгать не можем. Что мы делаем? Мы становимся в угол, прямо в угол. Прыгаем, присаживаемся, и мы оказываемся на вот этой балке. И вот уже с нее мы можем дойти до верха. Разворачиваемся, идем сюда, заходим сюда. И здесь довольно сложный чаптер. Падаем. У нас очень мало здоровья, и это очень плохо, поэтому здесь мы лечимся. Стоит рассказать о том, что если у вас нет ранения, которое вас замедляет, то лучше все-таки рискнуть и оставить это маленькое здоровье на потом. Для того, чтобы, как только вы выйдете с этой локации, вы сможете прохилиться и, соответственно, восстановить стамину, которую вы потеряете под этой локацией. Итак, локация циклична. Поэтому здесь нельзя дойти до данной двери сначала. То есть вы должны дойти до определенного момента и на нем застыть, пока идет разговор. Значит, вы отсчитываете 4 колонны. 1, 2, 3, 4. И на 4-й колонне вы ищете 3-й узор такого типа. Вот он ваш ориентир. Вы должны стать на нем неподвижно и ждать вот данного субтитра. Как только он закончился, мы идем дальше. Меняем мод оружия на 1 патрон, на всякий случай, так как 3 патронами довольно сложно, как по мне, стрелять. И убиваем монстров, которые нам нужны для прохождения. Без
их убийство вы дальше не пройдете никак. Этих можно, в принципе, обойти, а можно и убить. Нажимаем на дверь и как можно быстрее убираемся с этой локации, так как сзади и спереди нас поджидают сердитые мужчины, которые нас могут за пару секунд устранить. Поверьте мне, даже на легкой сложности бывают моменты, и довольно часто, когда вы падаете в данную локацию. Да, забираем фьюз сейчас, забираем обязательно фьюз, не забываем. Когда вы падаете в данную локацию, то есть в подвал, и вас просто за полсекунды, а то и раньше вас убивают. Просто несколькими атаками. Вот. Так как я уже сказал о том, что вы должны подержать немножечко при себе шприц и не лечиться для хорошего эффекта. Поэтому очень внимательно со здоровьем на данном участке. И что ж, мы продолжаем, мы возвращаемся, мы идем обратно. По идее, никто нам мешать уже не должен, так как мы устранили 2 лягушек раньше. Возможно, всего лишь одна нам будет сейчас мешать, и то мы ее, скорее всего, просто обойдем. Да, вот она. Ну, не особо она нам и помешала. Вот. Итак, возвращаемся. И скоро самая нудная часть данного спидрана, вообще данной игры, она закончится уже буквально через пару минут. Нам нужно еще сходить за одним предохранителем, это еще минут 5. Как только мы его заберем, мы возвращаемся к метро, и там уже мы продолжаем движение в следующую часть. У нас как раз есть один, который мы взяли, если мы его не забыли. Ребята тут занимаются какими-то своими делами абсолютно, поэтому не обращаем на них внимания. И раньше я брал и оставлял винтовку для того, чтобы убить большого монстра, который нам преграждает путь, но теперь я просто чуть-чуть дожидаюсь, пока он пройдет, делаю лонг-джамп и вуаля. Не обращаем внимания на группу людей, разбиваем бланки винтовкой. Нужно примерно 2 патрона для того, чтобы разбить правильно. И пока что не лечимся, пока что идем вперед. И тратим здоровье. Насколько это возможно, у нас как раз сейчас здоровья хватает для прохождения, и это здорово. Не обращаем внимания на монстра справа, потому что монстр слева пока себя убивает, мы можем разобраться одновременно и с монстром справа. Не очень приятно, конечно, когда такое происходит, когда он нас намеренно останавливает. Но, тем не менее, приходится иногда это терпеть. Итак, у нас половина здоровья, это хороший вариант. И все-таки я вам посоветую убить всего один Facebook. Тот, который будет перед нами сейчас. Вот его стоит убить, а предыдущий стоит оставить, так как он нам поможет еще больше здоровья потратить, как только мы выйдем с локации. Приготовьте пистолет сейчас, потому что, возможно, вас зажмут в одной точке, и будет проблематично оттуда выйти. Так как майерсы любят кататься на эскалаторе, они будут нас преследовать здесь. Но один останется, а то и двое останется в проходе, и это не очень хорошо. Все, пистолет нам, по сути, не так уж больше и нужен. Здоровье у нас хватает для того, чтобы восстановить много стамины, поэтому пока что держим при себе шприц. И у нас в избытке, вот прям в избытке у нас сейчас шприцов. Нам нужно всего где-то 4 шприца, у нас их 6. То есть 2 лишних, и ну это здорово. Это будет нам полезно. Еще сейчас одно расскажу.
наблюдения. Значит, мы сейчас выйдем, во-первых, мы выйдем на следующую локацию, и там полностью от начала до конца мы пробанихопим и используем шприц. Ну, по стандарту. А на следующей локации будет два высоких монстра. И один из них, если правильно под него прыгнуть, он нас отфутболит и ускорит нас, скажем так. То есть мы окажемся в нужной нам точке за считанные секунды. То есть стоит пожертвовать, скажем так, своим задом для того, чтобы улететь на правильное расстояние. Вот примерно так это делается. Вы сразу встаете и идете дальше. Если это правильно сделать, то вы окажетесь в данном месте, и как раз у вас есть еще здоровье теперь на прохил от шприца. Но да, проблема в том, что после этого мы ловим передоз, так называемый. То есть это такое явление, которое возникает при многократном использовании шприцов последовательно, за короткий интервал. Но, тем не менее, он нам не вредит сейчас, нам стрелять не нужно. Как известно, передоз нам очень сильно сбивает точность стрельбы, поэтому мы просто падаем. Здесь вставляем два фьюза и идем вперед. И вот уже буквально через 2 минуты буквально закончится самая нудная часть с метро. Здесь мы делаем прыжки с отменой анимации, выкидываем батарею, если она у вас. Не знаю, каким образом я ее забрал, но тем не менее. И опять же, шприцов у нас сейчас в избытке, но пока что придержим их с собой. Это замечательно, что у нас их 4, это самый такой, скажем, оптимальный вариант. Разгоняемся, насколько это возможно, делаем волбуст здесь, если не можем разогнаться. И переходим по локации. Далее мы должны войти в поезд через вторую дверь, то есть не через ту, которую обычно мы, через которую мы обычно заходим, открытую, а через закрытую именно вот эту, не эту. Потому что если мы нажмем на эту, то мы окажемся в данном вагоне. Итак, переходим, и чтобы не активировать появление монстров сзади, мы забираем молоток отсюда. То есть не заходя к молотку, мы его забираем чуть дальше. Итак. И идем теперь разбивать стену, которую мы видели ранее. Можно до стены допрыгать. И обязательно, как начнете рушить стену, сразу присядьте, чтобы успеть восстановить стамину перед следующим уровнем. Это вам не помешает, наоборот, будет только лучше. И мы дошли до следующей части. Здесь обязательно сохранитесь, так как здесь возможен летальный исход. И на этом самая нудная и вторая часть спидрана закончена. Ну и заключительная, третья часть нашего спидрана, она во многом зависит от удачи, но тем не менее не такая уж она и сложная. Значит, у нас есть потраченное количество здоровья, у нас есть один лишний шприц, поэтому мы начинаем сразу же с самого начала локации распрыгиваться. Пролечиваемся, делаем еще один лонгджамп с последующим прыжком. И здесь самый больной прыжок, который, опять же, может не с первого раза получиться, вот на ту платформу. Значит, его можно делать либо отсюда, либо отсюда, то есть с двух точек. Мне больше улыбается второй вариант, так как он получается у меня чуть чаще. Вот, поэтому для каждого человека, опять же, по-своему это делается. Кто-то использует вариант с высокой точкой, кто-то с левой, то бишь я. Ну и в итоге получается вот подобная система. Продолжаем движение. Не забывайте во время прыжка зажимать кнопку Ctrl. По моим наблюдениям, при зажатой клавише Ctrl мы чуть дальше летим, либо приземляемся как-то по-другому, я не знаю. В общем, при зажатой клавише Ctrl у меня получается приземляться туда, куда нужно, а иногда без нее я не долетаю. Поэтому, ну, вот, значит, здесь у нас последовательность такова: лево, право,
и 2 раза прямо. Довольно легкая задача. Запомнить ее с первого раза можно. И теперь лабиринт. Значит, лабиринт сейчас будет пройден по тому варианту, который я уже давно просчитал, и останавливаться я здесь не буду, я просто его быстренько пробегу, вы постарайтесь запомнить. Если же вы не запомните с этого видео, то я вам могу порекомендовать сообщество ВКонтакте Краюфер русскоязычное. В нем я выложил видео о правильном прохождении лабиринта и одновременно интегрировал это видео с картой, которая нам дана в данном лабиринте. Итак, как только мы падаем, сразу же начинаем банихопить примерно до сюда. Идем по возможности, мы еще выполняем волбусты. И обходим левую тушу, которая нас преследует. Их очень легко услышать, они катаются на крюках и издают характерный звук. Поэтому, если вас кто-то преследует, вы услышите. Или если кто-то рядом будет. Поэтому идем дальше. Мы, по сути, ни с кем особо тут встречаться не будем. Просто идем, не волнуемся. И тратим, насколько это возможно, больше стамины, но не разгоняемся в конце. И здесь, как только мы выходим, постарайтесь потратить максимально здоровье, максимально, насколько это возможно. Ну, то есть, понятное дело, что гангстеры будут промахиваться, но постарайтесь, допустим, упасть здесь с самой высокой точки, чтобы у нас было как можно меньше здоровья. Делается это для того, чтобы восстановить, естественно, больше выносливости. И начинаем от эскалатора банихопить и уже, подходя к концу, полностью излечиваемся. Здесь обязательно вам нужно полное здоровье, так как следующий дроп отнимает все здоровье, которое у вас есть. Итак, лечимся и падаем. То есть, как только мы упали, мы уже успели пролечиться. Заметьте, что у вас остается всего лишь 1% здоровья, поэтому очень аккуратно, как я уже и сказал, перед этим стоит однозначно пролечиться. И что у нас дальше? 2 предохранителя, которые нужно встроить. Встраиваем их. И до конца, уже до катсцены мы банихопим. И вот данная катсцена, она очень долгая, и она не пропускается, поэтому мы ее сейчас будем мотать тем методом, который я вам уже показал в начале видео, то есть с помощью кнопки F6. Это у меня. Мы ее проматываем. И в конце данной катсцены возвращаем время к нулю, как это было раньше. Вот примерно здесь. У нас как раз есть пистолет и избыток патронов в нем. Шприцы нам больше не нужны. Вы здесь должны истратить как можно больше здоровья. Где-то половину вы должны здесь истратить. Присаживаемся, стреляем, перепрыгиваем и идем дальше. В следующем вагоне обязательно надо перезарядиться, так как еще одна битва нас ждет. Опять же, эту битву можно избежать, но все-таки мне проще убить данных монстров, чем потом с ними как-то играться. Все. Теперь нам не нужны ни пистолет, ни шприц. И я уже начинаю просто тратить здоровье. Вот. Даже больше, чем я ожидал, поэтому сейчас я буду очень сильно ускоряться на некоторых моментах, так как половину здоровья мне уже сняли в том вагоне, а я этого не ожидал и думал, что у меня еще будет время пройти. Поэтому бежим как можно быстрее, пропускаем раскольников и доходим до конца. Все, вот это идеальный вариант, половина здоровья. Как только вы оказываетесь в следующей локации, у вас пропадают все предметы, и вы уже можете двигаться с черным экраном. Просто идем вперед, и с помощью Ctrl-пробел мы добираемся до верха данного вагона. Ctrl-пробел, Ctrl-пробел, и так все время.
Есть одно вот это проблемное место, но тем не менее, если правильно прыгать, то мы его избежим. Итак, как только мы выходим, мы должны сразу же взять шприц, который нас здесь ждет. И можно его сейчас вколоть и восстановить стамину, чтобы дальше пробежать, а можно оставить на потом, ради чего это все и затевалось, по сути. Оставляем все предметы, которые здесь даются сзади, ставим на тройку или куда-либо шприц и несем его пока что с собой. Напротив плато, которое нас ждет впереди, вот оно, есть сокращение пути. Вот здесь мы можем перейти на следующую локацию. И стамины у нас избыток, мы чуть-чуть тратим. Не помню, я говорил ли, здесь мы ускоряемся. Скорее всего, в этот раз я не говорил о том, что стоит всегда следить за состоянием стамины так, чтобы не было избытка, чтобы она все время у вас восстанавливалась, а не стояла на максимальном значении. И битва с боссом, так сказать. Значит, проходим между синей травой и деревьями слева. Обязательно так, иначе вы застрянете. И здесь, значит, есть монстр, который нас поджидает в конце данного уровня. С бензопилой. Он появится только в том случае, если вы наступите на данную дощечку. Если вы не наступите, естественно, то никакого монстра не появится. То есть вот мы пойдем и, он нас не ждет, там его нет. Поэтому я вам показываю, как это можно сделать без его спамна, или же как можно сделать, если он все-таки появится. То есть забрали ручку, использовали ручку. Все, на этом, в принципе, с данной секцией все. Здесь я сохранюсь, у вас больше сохранений нет, потому что следующая часть тоже в объяснении нуждается. Берем обязательно палку, она нам понадобится. И здесь работает метод телевизора из апартаментов, а также лестницы с тех же самых апартаментов. То есть вы должны заставить монстра срезать веревку с данной конструкции, ударив по ней. То есть вы становитесь спиной к данной конструкции, подпрыгиваете, и монстр за вас активирует данную конструкцию. Примерно так. То есть они должны подойти... Нет, еще раз. Не очень хорошо получилось. Сейчас покажу. Значит, вам нужно взять палку, подойти до дома, и вот подождать, пока она вас догонит, и от дома ускориться до сюда, подождать, пока она подойдет, подпрыгнуть, и получается все супер идеально. То есть у вас есть расстояние между вами, когда вы ускоряетесь, то есть у вас создается некое расстояние, вы успеваете морально подготовить себя к ее подходу, она к вам подходит, вы подпрыгиваете, она бьет по конструкции, вуаля. Здесь мы просто идем по стене из деревьев. Если у вас много здоровья, то сбиваем здоровье висельниками, где-то они здесь есть, я не помню, где конкретно, вот. То есть добиваем себе здоровье висельниками, но это по возможности, опять же. И вот здесь уже нам понадобится шприц. Сейчас расскажу для чего. Значит, как только мы опускаемся в подвалы, мы сразу же начинаем прыгать. То есть так гораздо быстрее проходится данная секция с помощью прыжков в подвал. И теперь, как только мы падаем к ямкам, есть процент того, что во время своих прыжков вы провалитесь, но он очень мал. Я провалился всего лишь 2 раза за всю свою практику. Я провалился 2 раза на этих ямках. В основном получалось так, что я на них просто чуть-чуть подзастревал. Вот, и здесь. Каждая дверь имеет свой интервал открытия. Вам нужно запомнить только 2 двери. Эти двери мы забываем, а вот следующую дверь, вот та, которая сейчас открыта, она имеет большой интервал. Поэтому мы, если не попадаем в данный интервал, мы можем просто посидеть, повосстановить стамину. И как только мы ее восстановили, делаем лонгджамп к следующей и проходим. То есть всего 2 двери, которые нас могут
скажем так, остановить. Все остальные открываются с очень быстрым интервалом, и через них пройти не составляет никакого труда. Опять же, умереть там можно только если вы не знаете интервалов данных дверей. Если вы знаете, то это очень легко. Дальше нас ждет кат-сцена, соответственно, мы с вами занимаемся обычным делом. Мы прыгаем до кат-сцены, отдыхаем прямо в ней и доходим до самого противного места в игре. Это психбольница. Оно таким является только из-за того, что здесь многое зависит от удачи. В частности, битва с доктором. Ну что ж, мы появляемся в больнице, идем сразу же включать свет. И на второй лампе, вот первая, на второй лампе мы присаживаемся вниз и нажимаем Е. То есть, чтобы побыстрее войти в нужную нам точку. Итак, нажимаем последовательно кнопки, выходим и идем за пистолетом сразу, который нам нужен будет для хорошей концовки. Забыл упомянуть, что для хорошей концовки, которая используется в данном спидране, и только она, нужно убить каркаса, которого мы уже убили, и дать пистолет доктору. Как только мы выходим, берем палку в руки обязательно, иначе данная женщина нас заставит выстрелить в себя с пистолета, который мы подняли только что, и сразу же, как можно быстрее, бежим к доктору. Во время доктора я буду объяснять еще, точнее, во время кат-сцены с доктором я буду объяснять еще кое-что. Значит, пока мы отдыхаем, это все равно мотать не стоит, потому что может все сломаться очень сильно. Точнее, будет неприятно. В общем, наша задача теперь позвонить по телефону, который находится за доктором на данный момент в комнате. Номера телефона мы можем собрать с двух табличек, которые нас ждут в данном здании. Наша задача позвонить по номеру, зная только первую его часть. То есть мы возьмем только одну табличку, первую, посмотрим по ней номер и, не собирая вторую часть таблички, мы сразу же по этому номеру будем звонить. Сейчас будет пояснение. Отдаем пистолет. Всего существует 3 номера, по которым вы можете позвонить. И все 3 я, в принципе, тоже могу приложить в описание к ролику. Значит, вы смотрите на предпоследнюю цифру данного номера. Она во всех 3 номерах различна. И по ней вы понимаете, какой из этих номеров вас ждет. Советую записать эти 3 номера на листик и просто положить перед глазами. Сейчас мы входим в решетку, забираем ключик от ординаторской и, не обращая внимания на персонажа справа, мы продолжаем движение, забираем здесь шприц, убиваем этого, разворачиваемся, убиваем второго и как можно быстрее сейчас активируем кат-сцену, которая будет слева. Вот таким образом. Я сейчас перекладываю палку в первый слот для того, чтобы ее быстро выкинуть кнопкой Alt. Это мне понадобится, как я уже и сказал ранее, 1 раз всего за игру, когда я дойду до битвы с доктором. Там мне понадобится выкинуть как палку, так и палку. Значит, берем первую часть нашего телефона и смотрим. Если это единичка, а это единичка, то это 3-й пароль. Мы знаем пароль теперь, что он 3-й, и сразу же направляемся сюда. Это можно уже выкидывать. И здесь особое пояснение. Во время нашего звонка по телефону мы сможем одновременно посмотреть в телескоп. Чтобы это произошло, мы целимся примерно в край стола, становимся рядом с телефоном, ну вот где-то так, становимся рядом с телефоном, начинаем набирать номер. И как только гудки закончатся, мы сейчас зажимаем вперед плюс D и начинаем спамить кнопкой E. И вот получается примерно что-то такое.
мы уже можем посмотреть пароль в этой катсцене. И он у нас 4719. И все. Нам уже не нужно тратить время. Мы выходим. И идем дальше. 4719. Значит, мы убиваем здесь монстра. Выкидываем палку. Так, секунду. 4719, значит, входим сюда, сразу же берем в руки шприц, и как только мы появляемся на локации, сразу же начинаем лечиться. И как только мы получили увеличение здоровья со шприца, мы берем пистолет, чтобы не тратить данный шприц. Вот. И в итоге у нас сейчас 4 шприца. То, что нужно. Берем пистолет, не прицеливаясь, от бедра мы начинаем палить в доктора. Здесь абсолютно рандомный у него метод, как это сказать, пряток. То есть он просто по 3 точкам бегает. И тут вот, как я уже и сказал, как повезет. То есть сколько раз он выйдет с одной части, то есть вот из-за этих, допустим, коробочек, никто не знает. Поэтому иногда приходится начинать все с метро для того, чтобы просто ускорить данный процесс. Итак, мы перематываем здесь кат-сцену до того, как мы появимся. Вот. Мы выбрасываем пистолет, мы берем в руки шприц, и как только кат-сцена заканчивается, сразу же мы начинаем лечиться. Используем бак с пистолетом, забираем ключ и уходим отсюда. Все, то есть мы, опять же, сейчас пролечились, не потеряв шприц. Просто вколов. И, короче, просто когда мы его вкололи и взяли пистолет. Как я уже и рассказывал ранее вам в ролике про 474 часа. Но, опять же, я повторю, на всякий случай, мало ли кто-то не знает. Итак, пока что не используем следующий шприц. Да, сразу же еще оговорюсь о том, что теперь вы можете в полное здоровье свой шприц тратить. Теперь у вас постоянно будет восстанавливаться полная стамина при вашем лечении. То есть из-за того, что у вас прострелено плечо. Оставляем 2 шприца. И до конца этой гавани допрыгиваем. И сейчас я промотаю поездку на лодке. Но, по-моему, я, честно говоря, не вспомню, мотал ли я на рекордном спидране. В общем, я не помню, можно ли здесь мотать, но по идее можно. Это ничему не вредит. И как только мы дошли до конца, берем в руки пистолет сейчас. Забираем сейчас шприц, который лежит у нас возле сохранения. Не боимся данной засады. Она безобидна. Сразу же сейчас, как только мы упадем, делаем отмену анимации и попутно заберем шприц. Очень аккуратно. Делаем отмену анимации. Здесь всего 3 выстрела в них надо, а то и 2 иногда бывает. Вот, сейчас 2. А иногда бывает, что я промахиваюсь. И перед тем, как нырнуть, мы восстанавливаем полностью нашу стамину. И теперь мы можем беспрепятственно проплыть уже до 2-го места восстановления нашего кислорода. Как только мы выходим отсюда, то есть заглатываем воздух, мы сразу же начинаем себе восстанавливать здоровье шприцом, чтобы восстановить стамину. И теперь просто усиленно плывем. Причем, что плыть можно 2 способами. Либо зажав клавишу Shift, как это делают многие, либо нажимать ее последовательно, как только появляются руки на экране. То есть вот в такие моменты. Использовать ее интервалами, скажем так. Вот, значит, мы забираем еще воздуха здесь. И уже до конца доплываем без всяких хитростей. Так, выплываем. Делаем волбуст обязательно, потому что здесь мы особо разгоняться-то и не можем. Можем уже, в принципе, пистолет выкинуть, но мне он пока не мешает. Уже мешает. И убегаем от преследователя. У нас есть ключик, значит, мы можем выйти из данной локации. Начинаем плыть. И уже не забираем больше воздуха. У нас, в принципе, хватит
стамины для того, чтобы доплыть до самого конца. Да, вы очень рано начнете задыхаться, но тем не менее вы успеете в любом случае доплыть, даже если у вас сейчас будет рекордное малое количество здоровья. И уже подходит к концу наш спидран. Дальше уже дело техники. Сейчас я намеренно, скорее всего, покажу вам одну ошибку, которую я до сих пор не смог решить, потому что нет времени. Но тем не менее. Она будет чуть позже, как только мы дойдем до дома, я объясню. Сейчас же мы сразу же начинаем прыгать от начала локации, естественно, и в конце локации используем шприц. Сейчас я попробую. Да, так и получилось. И здесь мы шприц держим при себе. Не обращаем внимания на голована. Идем дальше. И вот шприц нам понадобится на следующей локации. Сейчас объясню, в чем может быть проблема. Значит, если мы с передозом зайдем домой, будет очень некрасивый результат. У нас во время битвы с боссом поднимется пистолет на пару градусов вверх, и мы не сможем попасть совершенно в босса. То есть, вот сейчас, скорее всего, так и получится. Мы ловим передоз, да, мы ловим передоз. Я специально иду, сохраняюсь сейчас, чтобы вам показать эффект передоза на битве с боссом. И перезагружаюсь, тогда показываю правильную битву с ним. Вот мы сейчас с передозом. Идем на битву с боссом, проматываем эту катсцену, ее можно промотать только примерно до сюда. И если все будет так, как я и думаю, нет, забавно, но по идее, что у вас должно случиться? У вас поднимется пистолет выше, чем у вас есть прицел, и вы будете стрелять в босса, но тем не менее патроны будут лететь даже не прямо, они будут лететь влево, вправо, без разницы куда, но не в цель. Забавно, что этот эффект сейчас не случился, я не знаю почему, но будьте осторожны, в этом случае я вас предупредил. И мы начинаем просто последовательно жать кнопку W. Едем. Можно также нажимать кнопки сторон, зажимать вместе с W. Ну, то есть одновременно катиться в какую-то сторону и катиться быстро. Вот, и как раз у нас битва с боссом пошло. Мы в него попадаем, все хорошо. Вот, если все-таки, как я, вы потратили слишком много патронов, то перезаряжаемся. Если вы потратили ровно от самого начала, там, сколько их, 5-6 где-то, то можете сейчас точно не перезаряжаться. Теперь. Все, теперь можем не перезаряжаться. У нас, в принципе, есть еще патроны на один из его выходов. И едем строго так, как я показываю, потому что в ином случае вы можете застрять. Все, отлично. У нас получится сейчас шикарная битва. Мы в любом случае в ней выйдем победителем. Расскажу сейчас, какая могла быть раньше проблема. Многие спидранеры, в том числе и я, после того, как доезжали до сюда, вот до этой местности, они продолжали двигаться дальше в этот темный куб. И, соответственно, иногда получалось так, что они не успевали убивать босса до того, как он нанесет по нам несколько ударов. И заканчивалось это все смертью. Было такое довольно часто. То есть иногда вы промажете случайно или что-то подобное. И очень обидно, когда вы всю игру прошли, а тут раз и вас в конце убивают. Поэтому останавливаемся и ждем просто, пока он сам к нам подойдет. То есть не едем к нему, а как только вы пересекли линию, вот здесь, останавливаемся. И чтобы не терзать наши нервы, вводим команду cl fast credits. И с этой командой субтитры будут пролетать очень быстро, очень. И мотаем время, просто мотаем. Мотаем, ставим его на обычное время. И, как видите, даже несмотря на то, что мы не мотаем время, то есть у нас сейчас фреймрейт 0, у нас быстро идут субтитры, точнее титры. И вот на этом
все и заканчивается. Сейчас мы узнаем финальное время, которое будет дано у нас на экране. Вот. Весь гайд занял больше, чем час 22, я уверен, но вот такой спидран получился, час 22 с объяснениями, с остановками и так далее. Ну что ж, спасибо вам, что посмотрели гайд, всего вам доброго и удачных вам рекордов.